И мы пошли вот. Stirling Castle. Morning. Тут стоп поставили, чтобы джипы не заезжали наверх. Это наш Office of Commission and Man. Это старинные такие ворота. Но нету той решетки, которая спускается, значит мы еще не в самом замке. В честь королевы Анны. Окей. А почему Ар? Наверное. Тут какой-то электроящик. Непонятно что. А тут у нас столовка. Тут можно кушать. Queen's End Garden. Личный садик королевы Анны. Ничего так, вон дерево. Очень красивое. Вот Вика там что-то смотрит. Я смотрю на карту. From the early 1400s onward, the royal family could enjoy this formal garden close to their chambers. И еще есть тут футбольный мячик. О, тут красиво. И здесь есть всякие гербы. Вот это Уэльс, по-моему. Это я не знаю, чей. Это общештанский. Ну, всякие травки, которые выращивались. Это часы, которые не очень нужны в Шотландии, солнечные часы. Тут нужны дождевые часы в основном. Здесь Royal Garden Party. О, красивенько. Какие-то овцы там, машинки ездят. Очень красиво ездят. Тут есть всякие сады, где они тусовались. Легенда гласит, что Стирлингский замок это как раз таки был дом короля Артура и круглого стола. И что круглый стол стоял именно в этом замке. А это легендарные сады. Вот этот вот большой круг, это называется узел короля, а вот справа от него небольшой кружок, это узел королевы. Ну, все, конечно, руины, но красиво все равно. Какие-то подсобные помещения. Не совсем подсобные помещения, там написано. Тут стена, которая поддерживала батарею пушек. За этой стеной есть 6 таких вот огромных хранилищ, сделанных между 1808 годом и 14 для того. Да, ну в принципе ты прав, да, это бомбоубежище. А в невоенное время использовалось как хранилище. Довольно высокий вот тут стояли пушки, но они как бы стреляли все прямо во двор. Они, наверное, стреляли, когда не было наружной стены. Наверное. Что, потом выстрелили потом? Ну или можно ее немного поднять, чтобы она стреляла выше. Были декоративные пушки, которые стреляли, по повестке не стреляли.
Он был направлен на город. Я буду все из города. Здесь стояли пушки, Да. а отсюда прямо и видно город. Да? Соответственно, стреляла по городу. Не те пушки, на которые мы смотрели до этого, а, Наверное, просто прикатывали сюда. скорее всего, я думаю, их было несколько. И били они на 1,5 километра. Ну, 1,6 километра. Ну, нормально, в общем-то. Не очень много, кстати. Даже до города, может, и не дострелить. Хотя дострелить, потому что под наклоном. Вот якобитам с городом проблема, конечно, обстреливать это место. Ну, эти стены наружные были построены для того, чтобы защищаться от якобитов, но они боялись, что их будут атаковать. Сейчас подъедемся, посмотрим, что это за место. Hello. Что-то там есть такое. Я не знаю, в чем смысл делать кладбище прямо под замком. Вот ты выходишь утром посмотреть на... Потому что тогда об этом не думали, а хоронить в замке нельзя было. Непонятно. Поэтому Может, вон. трупиков всегда выбрасывали за замок. Верхняя батарея, нижняя. Ну, эта батарея уже более как бы сделана логично. Она простреливает город, на самом деле. Специальный подмосточек для Вики, чтобы она могла все-таки видеть за стеной. Ну что поделать, что я хоббит. Посмотрим на пушечки. У них такой королевский символ. И написано стрелка вперед. Типа стрелять отсюда. Они, наверное, так вот открывались. Здесь фитиль вставлялся. Это, наверное, нет. Засыпали порох, ядро. Кстати, ядра очень маленькие. Да? Да. как бы. Но это тебе не это 500-летняя пушка в Эдинбургском. Да, но она там замке. одна, ты видел, сколько времени Да, таскать. но ты видел, что она пробивала Да, стены замков. замков без проблем. Это на город. Нет смысла держать такие огромные пушки. Кроме того, я думаю, они очень-очень дорогие. Да даже такие пушки, которые поменьше. Последний раз этими пушками пользовались в 1746 году, а построены в 1689. И должны были защищать замок от восстания якобитов. Ну, как мы знаем, якобиты несколько раз Да. делали свои восстания. Последнее было в 1745-6 году. Вел это дело принц Чарльз Эдвард Стюарт. Ну, красавчик. Ну, их разбили под Колоденом. И после этого больше не было восстания якобитов. Ну и запретили вообще кланы в Шотландии. Очень правильно сделали. Тупые гражданские войны вечно за каких-то дебилов. Да. Ну хотя бы была бы война против, не знаю, там Франции или Бургундии или что-то, как бы был, имело смысл. Шотландцы никогда не воевали с Францией. Да. Франция всегда была рада подлить масло в огонь, чтобы англичане воевали Повоевали. с шотландцами. Они с ними. Ослабли, и тогда Франция могла прийти и добить. Обычно происходило, как ни странно, наоборот. Ну, Франция воевала на своем материке еще с кем хочешь, со всех сторон. Ты не забываешь, там была еще Испания. Еще были... Она еще Испания держала сверху, по-моему, как его. То, что называется Нидерландс сейчас. Нидерланды. Да, там еще много чего было. Вот справа там еще была Пруссия, Австро-Венгрия. Типа, Франции было чем заняться в свободное время, ты не думал? Кроме того, что она стала Францией, я не помню когда, до этого было просто разъединенные куски. Можно вот так. А зачем шипы? Я никак не могу понять, наверное, это было какое-то... Чтобы не притуливали дверь бачками. Не знаю. Эти не зачем. Потому что обугленные колонны. Да. Но они могли просто старыми камень, знаешь, когда чернеет от старости.
Королевская часовня. Здесь крестили Джеймса VI в 1566 году. И его мать Мэри, королева шотландцев, это Мэри Стюарт, здесь устроила... Трехдневный пир. Да, в честь крестин ее сына, будущего короля Великобритании. Он, кстати, объединил Шотландию и Англию, так как он был наследник обоих тронов, и у королевы Елизаветы не было детей. Так что Вот тут. кровь Мэри Стюарт течет даже в королеве Елизавете II. Я предполагаю, здесь были огромные мозаики, которые были разрушены во время пожара. И, как видно, крышу тоже разрушило. Они просто накрыли ее, чтобы здание не продолжало разрушаться. Thank you. Тут видишь, когда кто-то двигается, то что защищает, значит, все царапины. Но не дают чему-то большому прислониться. Здесь, кстати, короли Шотландии устраивали пиры и большие встречи. Но когда Джеймс VI принял трон, он же стал королем Шотландии и Англии, он переехал в Лондон, и поэтому это здание просто сделали бараками для солдат. Да, даже в древние времена король и королева держались дистанцию в 2 метра, Да. чтобы не передать коронавирус друг другу ни в коем случае. Здесь сидел король, тут сидела его любовь. А отсюда открывается, видно батарею. И на монумент Уоллесу. Ну, выглядит, как будто их зажигают. Зажигают, но сейчас нет. Какой огромный камин. Какая здоровая дверь. Такая очень тяжелая.